А у вас было когда-нибудь такое, что вы очень сильно хотели разобраться в какой-то теме, но не совсем понимали и не совсем знали, как начать, с чего начать, какая литература хорошая? Если вы в этом себя узнаете, вы не одни. Я тоже был точно таким же. Сегодня я начинаю с одним экспериментом, с одним опытом, так сказать. Я хочу записывать выпуски каждый день на протяжении 30 дней для того, чтобы как-то поупражняться в том, чтобы как-то свободнее говорить на камеру. И сегодняшняя первая тема, о которой я хочу с вами поговорить, это тема, которая поможет вам поглубже познакомиться со славянами, да, в принципе, и с любой темой, с которой вы хотите познакомиться. А рассказывать я вам буду через свой опыт. А вся история, о которой вам сегодня расскажу, началась примерно, когда мне было лет 17 или 16. Это было в давном, давайте вспомним, 2006-2007 годах. Началось так, что я как-то начал более сильно интересоваться славянами. До этого вообще я обожал историю, это был мой любимый предмет в школе, и мне хотелось узнать побольше, побольше, побольше. Еще у меня был такой семейный опыт, что я часто разговаривал со своими дедушками и бабушками о том, как люди жили раньше, какие были их истории, что было интересного. И мне дедушка и бабушка 100 раз и больше пересказали одни и те же события, иногда с такими деталями, иногда с такими. Ну и потом еще родители мои мне читали часто, папа, особенно помню, читал всякие греческие эпосы, тоже древние хорватские, древние славянские. Ну и меня это заинтересовало, как эти истории. Хотя еще в те времена я это не совсем осознавал, это потом пришло. Значит, когда мне было лет 16-17, я учился в гимназии. Это такой вид средней школы в Хорватии. Это такая средняя школа, из которой можно потом поступить, в принципе, в любой факультет или, в общем, это школа, где не сразу получают профессию, а еще немножко углубляют свои знания. Там я начал задавать себе вопрос такой. А как мне можно узнать все о том, кто я, о том, из какого я народа, о том, какое было прошлое моего народа, что он прожил на этом длительном пути, и почему мы так мало учим о нашей истории, а так много историй других народов. Я знаю, что в российской программе это не так. Украинцы, белорусы тоже можете мне написать, как у вас в школах. Но в России, насколько я понимаю, насколько знаю, очень много внимания уделяется отечественной истории, может быть, слишком мало зарубежной. У нас как-то наоборот, что тоже неправильно, думаю. Мы обращали очень много внимания именно греческой и римской истории, и потом историям западных стран, такие как Франки, потом Франция уже, и, Великобритания и так далее. А Восточная Европа, ну так, говорилось там что-то, так в общих чертах, но в общем мало. А хорватская история это было примерно 50%, или может быть чуть меньше даже, или чуть больше, чем зарубежная. И меня эти вопросы как-то смущали. Я хотел разобраться, хотел узнать. Ну и в том далеком сейчас уже 2007 году интернет был немножко другой, чем сейчас. На Википедии не было так много статей, хотя это и не источник. В интернете, ну, YouTube тоже не был такой распространенный, ВК не существовало, насколько мне известно, и все это было только в самых началах. И тогда как можно было получать эти знания? Можно было либо сходить в библиотеку и почитать там что-то, по школьных учебниках, конечно, где есть какие-то основы, или же в интернете можно было искать. Но я был тогда совершенно без опыта, и я собирал всю возможную информацию о славянах, которую я только мог найти. Это были всякие главы по истории славян, всякие славянские легенды. Потом, да, я мог вполне пойти в лженаучную среду. И действительно, в интернете, что я находил, я не различал, что лженаучное и что не лженаучное. И в те времена я впервые познакомился с Велесовой книгой, например, и я ее читал, конечно, перечитывал, распечатал себе, исследовал, думал, о, какая была наша история. И думал, что как-то образовалось такое мнение. Может быть, некоторые из вас узнают сами себя в этом. Образовалось такое мнение,
что от нас скрывают нашу историю и что мы ничего точно не знаем, именно потому что враги нашего народа, они на протяжении всей истории собирали книги эти, весь материал по нашей истории и сжигали его, и уничтожали эту нашу историю, и постоянно нами манипулировали. Я думаю, у многих такое мнение и сейчас. Но потом как-то, благодаря и моим профессорам, с которыми я, правда, не общался на эту тему, но они мне другие знания давали, там, особенно по предметам философии, истории, логики, ну и так далее. И география еще тоже была. Ну, в общем, множество предметов в совокупности, да. И потихоньку я начал понимать, что такое критический метод, что нельзя просто на слово верить всему, что мы получаем, всему, что нам предлагают как истину и правду. И что на самом деле разобраться и не так легко. Но я не был доволен тем, что просто могу собрать все данные о нашей славянской истории и думать, ох, какой великий мы когда-то были народ, и нужно вот это вернуть эту былую славу. Меня интересовала истина. То есть, что было на самом деле? И как мы можем на самом деле узнать в максимальном смысле, что было все-таки? Ну и впоследствии тоже найти для себя ответы на какие-то вопросы о том, кто мы есть. Меня стал интересовать вопрос, как мы вообще получаем знания. Тут много такого происходило параллельно в моей жизни. Не только со славянами. Это было время, когда я впервые самостоятельно читал полную версию Священного Писания. Я начал это читать еще где-то лет с 15. И я каждый день читал там по одному отрывку или по одной главе. Думал об этом, думал о том, что там написано, думал, как можно этому точно доверять. Меня интересовал и иудаизм, и ислам меня тоже интересовал. Ну, пока не в принципе в какого-то перехода куда-то, а просто мне было интересно, да? Откуда взялись разные религии, почему они разные, есть ли у них что-то общее. И так начал задавать себе эти вопросы. Могу поделиться с вами тем моментом, когда я еще не поступил на факультет, когда я только заканчивал среднюю школу. Там меня, конечно, немножко направляли, так что я в конце, у нас было, тут не знаю, как точно сравнить это с восточнославянскими реалиями, у вас там, я знаю, ЕГЭ есть, или как это называется. Ну, в общем, в конце есть некоторые предметы, по которым мы сдавали экзамены. И это был хорватский язык, это была математика, это был иностранный язык, и это был один предмет по выбору. Для меня это была история. И еще была такая окончательная работа, так сказать, «Матур Алмират» это называлось. И я уже тогда выбрал, что я хочу писать о славянах. И там я собрал все, что я только мог о славянах. Некоторые вещи там даже лженаучные были. Была такая венедийская письменность или венецкая письменность это называлось. Я только несколько лет спустя узнал, что это вообще все какая-то лженаука, и что, да, мне даже как-то стало позорно, что я это вставил в свою работу. Ну, в общем, эта моя работа была посвящена истории славян от того, как они образовались, того времени, да, то есть идем от праиндоевропейцев, потом славяне, потом до их распада после святых Кирилла и Мефодия. И обо всем этом я писал, эта работа имеется у меня до сих пор, она на хорватском языке, со слишком многими ошибками, даже в языке, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, я сдал эту работу, получил отлично за нее. А когда я поступил уже на факультет, когда поступил на направление сравнительного славянского языкознания и на факультет теологии, тогда я уже потихоньку начал знакомиться еще глубже с тем, как мы на самом деле к знаниям приходим, как мы можем доверять этим знаниям, которые мы получаем. Хотя нам говорили об этом уже что-то в последних классах гимназии, то есть лет как раз 17-18, что есть такая ветвь науки, которая называется эпистемология, которая как раз исследует то, как мы вообще приходим к каким-то знаниям, как можем вообще что-либо знать, да, как мы можем знать, что нас не обманывают. Хотя я это услышал тогда еще, я не совсем понимал, что это разумеет, что под этим разумеется. И потихоньку... подождите. До этого что хочу сказать. У меня образовалась такая фантастическая история, фантастический сюжет истории славян.
Я как-то считал, что в начале времен, так сказать, славяне, балты и финцы были частью одного народа. А что это про индоевропейцев, что это все какая-то лженаука, что это придумали именно для того, чтобы нас, славян, уничтожить. Да, у меня был такой очень узкий взгляд, очень неумный. Но потом, я помню, у нас был такой предмет на сравнительном славянском языкознании. Он назывался «Фонетика индоевропейского языка» или «Индоевропейских языков». И там у нас были примеры сравнений разных словечек в индоевропейских языках. Там, помню, главные были старославянский, латынь, древнегреческий, санскрит, готский, староанглийский. Но эти были главные, а потом там еще появлялись иногда и другие, типа армянского языка. Что там было еще? Что-то как-то сейчас не могу вспомнить. В общем, знакомился я там с литературой об индоевропеистике, как эта наука развивалась. Видел то, что меня убедило, то, что разоблачило мой миф о том, что теории индоевропейцев ложные, это было как раз то, что мне показали на деле, какие закономерности существуют между этими языками. Например, были слова типа брат, brother, бруда, brother, фратер. Ну, в общем, эти слова. А потом что еще было? Матер, метер, мати, моти. О, этот язык забыл. Архаичный литовский язык. Об этом мы тоже говорили, и это часто сравнивали. Была, в общем, куча таких словечек, и нас учили искать эти сходства и закономерности. Нас знакомили с понятием того, что такое голосовой закон или голосовое правило. Это сейчас, не суть в том, что это на самом деле есть, но в том, что там мои знания как-то подняли на более высокий уровень. И я начал понимать, что все-таки нет, в языках есть что-то чудесное. Истина не будет там, где я раньше думал, что все нас обманывают и так далее. Что нужно сначала научиться, как распознавать, когда нам предлагают чушь, а когда то, что нам предлагают, действительно имеет смысл. Это полезная вещь не только для исследования истории славян, даже для тех, кто хочется разобраться в вере. Особенно я заметил в постсоветском пространстве, ну и да и не только, шире тоже, существует очень много всяких людей, которые предлагают какую-то универсальную истину. Они наконец-то поняли. Они, не знаю, там разговаривают с богами. Они вот пророки того и этого. У них правильные познания. Они там йогой занимаются, не знаю. Вот кучу, в общем, кучу всего предлагают в этом мире. И как узнать, где правда? Чтобы сейчас не рассказывать во всех деталях, я в конце концов пришел к выводу, что Иисус Христос есть Сын Божий и нашел свой дом в православной церкви. Это другая история, но, в общем, увидел, да, что действительно можно этими критическими методами и разумом добраться как-то до каких-то истин. Но очень важно, прям очень-очень сверхважно, при всем этом задержать такое смирение. Смирение в смысле, что понимать, что я человек ограничен временем, пространством, мой ум не способен понять все, я маленький, я лишь маленькая частичка этого мира. И как вам это объяснить? Часто у меня такая картина, что корова, наверное, думает, что она самая умная. Она не может себе даже представить, как работает ум человека. Просто не может. Так же, наверное, и с нами. Мы, как люди, имеем этот свой потолок, до которого мы способны думать. Возможно, на самом деле, возможно, столько вещей, которые мы себе даже представить не можем. И это меня как-то смиряло. И мне еще помогало то, что у меня друзья тут детства, и мы часто летом собирались вместе и могли иногда читать энциклопедии, прям задавали вопросы друг другу, то есть тренировали свой ум. Но то, что я хочу сказать, что меня очень сильно смиряло, это когда мы летом собирались ночью, по ночам, и просто смотрели на звезды. Просто думали о том, вау, космос какой большой, какие же мы маленькие.
И прям слова псалмиста приходят, что «Господи, такой космос большой, кто человек, что ты его вспоминаешь, что ты его помнишь?» Я сейчас это пересказал просто, да. То есть, всегда важно сохранять, это удивление, что вы удивляетесь над предметом исследования, что это что-то, что вас вдохновляет. Я даже как-то так, когда размышлял об этом, думал, что все, что сотворено, все, что существует в этом мире, имеет этот отпечаток славы Божьей, которая все это создала. Я знаю, сейчас многие со мной там не согласятся, кто не верит в Бога, но я вам просто рассказываю свою личную историю. Так что у вас она своя, у меня своя, с этим все хорошо, но хорошо об этом думать. Когда человек так смиряется, потом потихоньку начинает узнавать все больше, да? То есть должно быть такое внутреннее состояние человека, что человек думает сам в себе. Я всегда могу узнать что-то новое, что-то, чего я не знал, дать шанс чему-то новому. Но кто-то мне потом скажет, если это так, почему ж ты так болезненно относишься к этим теориям о гипербореях, о славяно-ариях и так далее? Ну, я вам так скажу, что я в эту свою раннюю эпоху, там, 19 лет и так далее, сначала пытался спорить с людьми, что касается этого, пытался доказывать. Бывало так, что я целый год общался с людьми, которые утверждали подобные вещи, которые там про христианство всякое говорили. И в конце концов мы не доходили ни до каких выводов, а просто как-то получилось так, что если я потом и не соглашался со всем, что они сказали, потом в ответ получал: тебе оплатили, ты не можешь это понимать, потому что ты оплачен. Я такой: никто мне не платил, никакие деньги я за это не получаю. Мне интересно, разумно ли что-то или неразумно. В общем, увидел, что очень часто в таких группах бытует такое сектантское мнение очень, такой замкнутый круг, который на самом деле думает, что все, что мы говорим, это правда, а если кто-то говорит по-другому, это результат заговора какого-то обязательно, или это пытаются нас обмануть. В общем, такие вещи, которые похожи немножко на такие, как это сказать даже, шизофреничные явления. Или такие явления, когда человек может думать, что все за ним следят, или что всем именно он важен. Конечно, вот такие явления существуют среди людей. Ну да. Ну, дальше вернемся немножко вот к этой теме критического метода. Что мне потом очень сильно помогло? Смотрите, сейчас, когда вижу по опыту других людей тоже, и у меня самого был такой опыт, когда славянин слышит другого человека, говорящего на славянском языке, некоторые из первых выводов — это обычно: а эти забрали у нас слово и немножко его испортили. Или они пошли от нас, все славяне пошли от украинцев, все славяне пошли от хорватов, все славяне от русских пошли, от сербов, от поляков и тому подобное. И это какой-то механизм, который существует сам по себе. Это так мы думаем при первых контактах, так себе объясняем сходство. Но потом, когда человек изучает это дело глубже, а для меня лично это было важно, я хотел знать, тоже был такой вопрос, какой все-таки был изначальный язык славян, и был ли вообще изначальный язык славян. И, конечно, изучение на кафедре сравнительного славянского языкознанства мне очень-очень сильно помогло, потому что там нам показывали тоже примеры. Так как мы сравнивали европейские языки, мы сравнивали и славянские языки. Нам там показали формулы, к которым пришли многие ученые, предыдущее поколение ученых, формулы, согласно которым мы можем объяснить и понимать эти разницы в славянских языках и как они развивались. Это, по сути, такая лингвистическая математика, так ее можно назвать. И я понимал, что эта система, она же логичная, там же все по полочкам складывается, все становится на свои места. И для меня этого было мало. Я думал всегда, что с этих 17 лет, что, раз это славянское, это все мое тоже, это все часть меня, тогда я просто должен выучить все славянские языки. Я это сделал наконец-то. Правда, не сразу, это уже потом. И действительно прошелся по всем славянским языкам, по учебникам для языков. И это сильно расширило мой кругозор и мое восприятие всех славянских языков.
я понял, что они намного более глубоком уровне похожи, да. Так что не похожи ни на какой-то там, как сказать, искусственный язык или язык народов, которые бы, не знаю, просто по соседству жили, и языки бы стали похожими. И я это все глубже и глубже стал осознавать. Это тоже мне дало такую ширину. Это я бы посоветовал всем, у кого есть лишнее время, у кого есть интерес для таких вещей, заняться таким делом. Да, но теперь хочу перейти немножко к одной другой теме. Это если нам предлагается столько разных источников в истории, да, когда мы исследуем конкретно историю славян или чего-либо, или кого-либо другого, как мы можем знать, какие источники подлинны, а какие подделки? Есть ли какие-то методы, какие-то способы, как мы это узнаем? И да, меня научили тоже да, в процессе получения образования на истории в Загребе уже. Нам показывали там множество примеров. Значит, текст какой-то имеет свои внутренние характеристики и внешние характеристики. Внутренние характеристики касаются самого текста, того, как он построен, какая там речь. Есть ли там слова, которые, не знаю, там из другого времени, да? Если вы, допустим, нашли какое-то современное английское словечко в латинском источнике V века, ну, тогда, естественно, подумать, что речь идет о какой-то подделке, да? Это внутренние вещи. Но то, что еще есть, интересно, что вот эти внешние характеристики, это то, на чем написано что-то, да, потому что, ну, мы сейчас на бумагах пишем, но были бумаги, были кожи, на кожах писали, да, на камнях могли писать, на дереве могли писать. В общем, очень разный материал. И если этот материал органический, там можно определить возраст самого материала. Хотя и самой надписи не получается как-то классифицировать и как-то определить, в какое время именно было написано. Но с камнями еще хуже. Камень — это камень. То есть определить, когда кто что-то написал в камень, это достаточно сложно. Да, то, что мне было интересно, что нам показывали прям примеры из европейской истории, где по химическому составу чернила определили, что что-то является подделкой, а что-то нет. Меня вот это удивило, прям я бы сам не задумался об этом, но действительно так, когда смотришь, что можно вот и так подходить к исследованию источников, и видишь, что на самом деле недостаточно, что кто-то говорит, что что-то является подделкой или оригиналом. Это опять мне что-то показало и чему-то меня научило. Вот. И тоже, что касается языка. Вот сейчас как раз пишу о славянской идентичности в чешских землях в Средневековье. Там тоже сравниваю разные источники. Есть такой интересный средневековый чешский источник, называется «Кристианова легенда», то есть легенда христианина. Она в основном там пересказывает сюжет святых Кирилла и Мефодия, и потом чешских и православных святых, святого Вацлава и святой Людмилы, бабушки его. И часть историков считает, или считала, по крайней мере, что этот источник был написан поздно, что он там то ли с 13-го, то ли с 14 века, то ли совсем это какая-то подделка. Вот. Ну, а другая часть историков говорила о том, что это оригинал, который был написан где-то в X-XI веках, то есть недолго после святых Кирилла и Мефодия. Ну и что я там обнаружил? Что там имя Святополка не пишется, как в более поздних источниках, как Сватоплук, то есть там нет в корне «сват», а в корне находится исключительно слово «свент». А так это слово звучало именно до XI, до XII века в чешских и словацких землях. И это, например, одна из вещей, которая говорит в пользу того, что этот источник был написан именно тогда, а не позже. Потому что законы сравнительного языкознания мы стали обнаруживать относительно поздно. Там в XIX веке большая часть из них была обнаружена и на протяжении XX века. И какой-то человек, который подделывал это, не знаю, в XV веке, не мог бы это просто так знать. Но это просто пример. Это пример того, что нам, когда хотим критически подходить к источникам, нужно приложить очень много усилий, чтобы разобраться в этом. И это историка каким-то способом роднить с всякими исследователями преступлений, потому что они тоже не могут просто забрать в тюрьму кого-то, кого народ обвинил. Да? Все же сказали, он же сделал это.
Нет, они должны сначала проверить, так ли это, а правду ли эти люди говорят. Можно ли как-то это доказать с помощью знаний из химии или физики. И поэтому это очень важно. А также и в источниках, вот я сейчас уже долго говорю, так, когда подходим к разным источникам, как о славянах, так и о других темах, вот мы должны себе задавать такие вопросы. С какого времени это копия? И даже если это копия, как некоторые мне говорили, что повесть временных лет — это только там из 14-15 веков, и что это вообще подделка. Что то, что говорят, что это было написано когда-то там до 11 века, что это ложь. На самом деле, не обязательно это так, потому что тоже по информации, которая записана в источнике, мы можем иногда утверждать, что что-то было написано раньше, потому что то, что написано и как написано, не соответствует реалиям, допустим, 14 или 16 века. Все это очень интересно, и можно каждую из этих тем по отдельности разбирать. Но вам интересно такое? Это хотелось бы задать такой вопрос. Конечно, нужно потом выпуски покороче создавать и разбирать каждую из этих тем отдельно. Ну, хорошо. Пусть на этом будет сегодня все. Это первый день моего опыта записывать выпуски каждый день. Надеюсь, у меня получится. Спасибо всем за внимание. Большое, огромное спасибо тем, кто нас поддерживает на Boosty, Patreon и PayPal. Кто хочет это сделать, может перейти по ссылкам или же по QR-кодам. И увидимся в следующий раз. Пока-пока.